Нам нужно увеличить размер холста при 600 dpi в 2 раза. Что выбрать, RGB или CMYK? Те, кто работал в Procreate, наверное, уже узнали знакомую схему. У меня тут еще вкладка с моими кистями из фотошопа. Если захотите когда-то продать кисть, это поправили в последнем обновлении. Скручиваем на 0, смотрим. Не, это неправда. Кисть готова. Привет, я Мила. Сегодня у нас на повестке дня информационное видео по Clip Studio. Раз уж именно по ней было больше всего комментариев, я немного уже говорила о ней вот в этом вот ролике про как начать свой комикс, но там было довольно узкое направление. Сегодня зацепим все шире, то, что необходимо, когда только начинаешь работать с программой. Если будет интересно, то можно будет продолжить, углубляясь и обговаривая более сложные ее функции и задачи. Итак, поехали. Запускаем лаунчер Clip Studio. Тут мы сразу видим, что нам предлагают скачать разные материалы, кисти, 3D-объекты. К этому вернемся чуть позже, когда разговор дойдет до кистей, а пока нажимаем «Рисовать» и оказываемся в самой программе. Сначала нам нужно выбрать тип проекта, иллюстрация, просто холст. Webtoon тут нужно задать параметры для одного эпизода в полосках. Подробнее, опять же, в этом вот ролике. Комикс, тут тоже многостраничный проект, помимо прочих настроек. Если у вас будет желание, то можно это в каких-то других роликах будет подробнее разобрать. Печатный фанзин, думаю, все знают про такие журналы, вот для них тут тоже есть шаблон. Следующая вкладка открывает более подробные настройки для комикса. Это нужно уже для печати. Если вы рисуете для инета, то можете даже не париться насчет этой вкладки, хватит и первой. И последнее – это анимация. Я выбираю иллюстрацию, ничто другое сейчас нам точно не пригодится. Если вы планируете иллюстрацию печатать, то выбирайте сантиметры, миллиметры, дюймы, что удобнее. И стандартно 300 точек на дюйм. Картинка будет выглядеть достаточно четко, и этого вполне хватит для иллюстраций, комиксов, фанзинов. 600 dpi нужно больше для тонкого лайна, очень мелких деталей, ЧБ рисунков, манг со скринтонами, но стоит учитывать, что и файл должен быть больше по размеру, иначе это ни на что особо не повлияет. 1200 dpi используется для какой-то технической графики, сканирования и прям очень тонких линий. Для обычного арта смысла практически не имеет. Еще стоит учитывать, что DPI это не спаситель качества, если у вас маленький размер в пикселях. То есть, если картинка 500 на 500 пикселей, то DPI не сделает ее лучше. Смотрите, мы берем наш размер холста, например, 4 на 4000 пикселей, и делим его на наш DPI 300. И получаем приблизительно 13,3 дюйма. Это и есть максимальный четкий размер нашей картинки при печати. Выше него пиксели будут уже растягиваться и размыливаться. Если мы этот же размер 4000 разделим на 600, то получаем 6,6 дюйма. То есть, чтобы получить 13,3 дюйма при печати, нам нужно увеличить размер холста при 600 dpi в 2 раза, то есть до 8000 пикселей. Вот отсюда и берется тяжесть файла при увеличении DPI. Не от самого количества точек, а от увеличения пикселей. Надеюсь, я понятно объяснила, зачем это DPI вообще нужно и как его готовить. Так что, если вы не планируете картинку печатать, то ставьте сколько душа желает и не парьтесь. Раньше мониторы были примерно 72 пикселя на дюйм, но сейчас это уже не имеет значения. Будет ваша картина 300 точек, 900 или 72. В инете она будет выглядеть одинаково, потому что мониторы уже другие, и это старое правило, которое больше не работает. Смотрим только на размер в пикселях. Дальше мы выбираем режим цветной, серый или черно-белый. Стандартно ставим цветной, с остальными разберемся позже. Цвет фона. Я часто выбираю нейтрально-серый, чтобы глаза не слепило. В темплейт нам предлагают выбрать шаблон под комиксовую страницу. Это нам не надо, так что галочку не ставим. Если вам надо, то ставим и выбираем шаблон. Анимированную иллюстрацию мы тоже делать не будем, так что и это пропускаем. И в самом низу запись таймлапса. Это что-то вроде встроенной функции, как в Procreate. Процесс записи рисования, но без кисти в кадре. И нажимаем ОК. Следующий шаг – цветовой профиль. Что выбрать, RGB или CMYK? А нечего нам выбирать в Clip Studio. Дали RGB и будем мы в нем сидеть.
Но что делать, если нужно картинку печатать? Кто не знает, CMYK профиль нужен для печати. Если вы ничего печатать не планируете, то даже не заморачивайтесь пока. Как только создали холст, все уже работает как надо. Для тех, кто планирует картинки печатать, показываю. Нажимаем View, Color Profile, Preview Settings. Это не смена профиля, это просто предпросмотр, но здесь можно взглянуть, как картинка будет выглядеть в печати. И здесь мы выбираем профиль для предпросмотра. Как видите, тут их много. Вообще лучше спрашивать, какой именно вам нужен в том месте, где вы планируете печататься. Но если вы еще не нашли типографию, а посмотреть приблизительно, что будет все равно хочется, то выбирайте Европу. Европа и страны бывшего совка чаще всего пользуются именно им. Если Америка, то выбирайте Америку, соответственно, и так далее. Coated – это глянцевая бумага, uncoated – это не глянцевая. Теперь разберемся с интерфейсом. Если вы пришли, как и я, в Clip Studio из Photoshop, то что вы вообще тут делаете? Вы и методом тыка совсем справитесь? Clip Studio много чего подворовывало у Photoshop и продолжает это делать время от времени, но внедряет и свои фишки, которые было бы неплохо, чтобы подворовывал и сам Photoshop. Но они, похоже, очень гордые для этого. А те, кто пришел в Clip Studio из более простых программ и вас это обилие кнопок пугает, не бойтесь. Сейчас покажу, что вам пригодится на первом этапе, а на что можно будет вообще просто забить, пока не освоитесь. Если вы только скачали программу, то ваш интерфейс будет отличаться от моего. Давайте я сейчас переключу на тот, который дан по умолчанию, чтобы вам было удобно. Итак, вот, начнем по порядку. Приблизить, отдалить используем колесо мыши. Двигать холст – это зажатая клавиша Space, пробел. Поворот либо R, либо вот тут можете на навигаторе вертеть, вернуть в исходное, флипать по горизонтали, по вертикали, чтобы отменить Ctrl-Z, вернуть Ctrl-Y. Если забыли, то заходим в Edit и сразу вверху вот у нас вот эти вот две кнопочки. Далее кисти. Они должны быть у вас слева. Первая у нас ручка, и в этой вкладке все виды базовых ручек. Тут же у нас вкладка с маркером, там все виды маркеров. Ниже у нас карандаши и пастель. Те, кто работал в Procreate, наверное, уже узнали знакомую схему распределения кистей. Следующая вкладка называется «Просто кисть», и туда у нас входит акварель, реалистичная акварель. Понятия, кстати, не имею, почему она так называется. Обычная, мне кажется, более реалистичной, чем реалистичная. Дальше густая краска, это что-то типа имитации масла, акрила. В общем, кисть дает плотные мазки такие. И завершают эту вкладку чернила. У меня тут еще вкладка с моими кистями из фотошопа. Да, так тоже можно, но об этом в другой раз. Следующий пак кистей с распылителем. Вообще у нас с вами эти вкладки могут отличаться. Не пугайтесь, если это так. Просто я их уже перекладывала с места на место кучу раз и создавала новые. Скорее всего, глиттер я создала сама, потому что часто куда-то блестяшки шлепаю. Вкладка с чешуей, думаю, тоже, наверное, мной созданная. В общем, мы это опустим и перейдем к следующей. Тут у нас разные эффекты, элементы одежды, природы и прочее. Где искать новые кисти? И вот сейчас нам снова понадобится наш лаунчер, про который я говорила в самом начале. Мы можем перейти прямо в него и начать свой путь оттуда. Нажать на ассеты и попасть так в библиотеку материалов. Пошли на ночной рынок в Гонконге, это похоже на Хмельницкий базар. В поиске мы можем искать что-то по ключевым словам, типа дождь, цветы, текстура и так далее. Писать нужно на английском. Другой метод. Мы можем пройти в наши кисти, например, в кисти с цветами, листаем в самый низ и видим такую вот строчку «Добавить инструмент». Появляется окошко, смотрим слева на кнопку «Поиск материалов в ассетах», жмем ее и нас перекидывает снова в библиотеку, но уже поиск сам предлагает нужные слова для поиска кистей. То есть, если вы зайдете в карандаш и нажмете «Поиск», то вас отправят на поиски других карандашей и так далее. Если что-то непонятно, то спрашивайте в комментариях. А сейчас переходим к слоям. Они находятся вот тут справа, как и в большинстве программ. Эта кнопка у нас создает новый растровый слой. Кто не понимает, что такое растровый, пока не парьтесь. Это обычный слой, который вам нужен. Справа от него векторный слой, про него как-нибудь в другой раз. Еще правее папка, куда вы можете скидывать и объединять слои, чтобы они не мешались. Четвертая кнопка — это перенос изображения на слой ниже, а пятая объединяет с тем, который ниже.
После у нас идет маска, про нее скоро расскажу. Предпоследнее это объединение маски и слоя, и самая последняя кнопка корзина это удаление слоя. Верхние кнопки пока отбросим. Снова вернемся к кистям и базовым настройкам. Более сложные сегодня затрагивать не будем, на первом этапе оно нам не нужно. Возьмем, например, ручку и перейдем в ее настройки. Здесь у нас регулировка размера, прозрачность кисти, ее края. Первый вариант с зазубринками, видно пиксели типа. Последний немного размытые, такие заблюренные края. Можете отрегулировать так, чтобы вам нравилось. У меня чаще всего стоит на втором или третьем значении, в зависимости от кисти. Дальше у нас стабилизация. И могу тут с уверенностью вообще сказать, что лучше, чем в Clip Studio, я стабилизации не встречала. А пробовала я уже 4 программы для рисования. Что это вообще такое? При включенной стабилизации программа сглаживает колебания, убирает лишние дерганья, делает линию более такой плавной. Но чем она выше, тем больше отставания линии. Хотя, вроде как, это поправили в последнем обновлении. Но у меня его пока нет, так что я не проверяла. Но если подобные информационные ролики будут пользоваться спросом, то я буду покупать обновы быстрее, чтобы рассказать вам всякие новые фишки по программе. Ну, а пока как-то так. Кстати, если комп слабенький, то при высокой стабилизации может еще и подлагивать, поэтому настраивайте под себя. В целом, даже в районе 20 линия ровная, несмотря на медленное рисование. Так что если вы только вчера взяли в руки перо, то эта функция поможет сделать линии ровнее и аккуратнее. Это никакой не чит, так что не стесняйтесь пользоваться. Выше своих знаний он прыгнуть все равно вам не поможет, но настроение немножко улучшит. Эксперимент. Включаю стабилизацию на 100. Вот такая у нас линия. Скручиваем на 0. Смотрим. Не, это неправда. Она помогает. Она помогает. Я просто уже немного натаскалась, и кажется, что разницы нет, поэтому и говорю, что это не чит. Но если вы только начинаете, то эту функцию оцените. Зуб даю. Не свой. Чей-нибудь молочный. В чернилах у нас есть еще вот такие настройки. Density отвечает за плотность мазка, Tape за сужение линии, за форму концов линии. И начинание и завершение это за то, собственно, как линия начинается и как заканчивается. Плавный старт, плавное затухание в зависимости от давления. Эти настройки есть и у ручки, но базово они скрыты из этого окна, а подробно мы их рассмотрим уже в другие разы. На самом начале в этом нет необходимости. Следующая заливка. Этот инструмент в Clip Studio тоже очень хорош и имеет свои настройки. Выбираем заливку, их тут несколько, давайте рассмотрим все. Верхний у нас заливает полностью холст, вторая заливает отдельную область, третья перекрывает маленькие участки, которые остались без цвета. Теперь настройки. Мы выбираем ту заливку, которая закрашивает отдельные области. Если у вас есть разрывы в лайне, то ставим вот здесь вот галочку и начинаем регулировать эту полоску. Проверяем, продолжает ли заливать краска холст или нет. Если вы уже нажали на все квадратики, а холст все равно заливается, то тыкаем на эту вот стрелочку и регулируем вручную. Либо можете сделать это просто с самого начала. Tolerance. Эта настройка отвечает за то, какие области будут залиты. Если у вас рядом есть область с близким уже залитым цветом к тому цвету, которым вы хотите залить новую область, то при высоком Tolerance заливка захватит ту, которая уже была залита, а при низком нет. Следующая у нас область расширения. Тут мы ставим насколько хотим или не хотим, чтобы заливка захватывала лайн или, например, не доходила до его краев. Эта настройка относится к слоям. Первая иконка значит, что заливка будет реагировать на все слои, которые у вас есть. Вторая будет учитывать только тот, где стоит маячок. Третья только тот слой, на котором галочка. Четвертая только на слои в папке. Заливать нужно тоже в папке, иначе работать не будет. Если вы не знаете, что для вас лучше, то ставьте все слои и не парьтесь. Когда привыкнете, то начнете экспериментировать. Про вектор сегодня не говорим, так что это пропускаем. Прозрачность работает по тому же методу, что и в кистях. Anti-aliasing отвечает за сглаживание краев.
Теперь кратко про маски. Вот у нас обычная маска, а вот обтравочная. На обычной маске мы можем стирать что-то ластиком, но оно не исчезает полностью, оно просто становится невидимым. И мы можем этот стертый кусок вернуть в любое время, либо с помощью удаления маски, либо кистью, если нам нужен контроль, что именно мы хотим вернуть в рисунок. Если закрашенная область нас устраивает и маска нам больше не нужна, то мы нажимаем «Применить маску к слою» и все. Теперь стертая область уже навсегда. Обтравочная маска просто не позволяет вам рисовать за границами того слоя, который ниже. Если же вы не хотите создавать обтравочную маску, но хотите рисовать на том слое подобным образом, зафиксировать типа края, то можете нажать вот на эту кнопку, которая фиксирует прозрачность. То есть вы можете рисовать только в тех местах на слое, на которых уже что-то есть. И вот, наконец, мы переходим к моменту, где мы создаем кисть. Это ваше домашнее задание. Буду ждать у себя в Telegram картинки с мазками вашей кисти. Открываем новый файл. Холст нам нужен квадратный. 1500 на 1500 вполне хватит. Убираем галочку с цвета фона. Режим ставим серый и нажимаем ОК. Теперь на прозрачном слое рисуем наконечник кисти черным цветом. Дальше переходим во вкладку Edit, регистрация материала, изображение. Учтите только, если у вас стоит не английский, то перевод может отличаться. И вот у нас открывается такое окно свойств материала. Пишем название, ставим галочку рядом со строчкой «Использовать как форму кисти». Paste Operation мы пропускаем, потому что эти настройки не имеют отношения к кистям, когда-нибудь в другой раз о них поговорим. Так что переходим к месту сохранения нашей формы, выбираем папку, которая нужна, можете создать свою. Я сейчас просто кину в Image Material, вы можете в принципе тоже туда же кинуть. Ниже можно добавить теги, если захотите когда-то продать кисть в той библиотеке, но об этом тоже не сегодня. Нажимаем ОК. Сейчас мы не будем создавать все настройки с нуля, потому что в этом нет необходимости. Итак, идем в кисти с эффектами и декором и ищем подходящую по настройкам. Я возьму вот эту. Дальше мы создаем копию этой кисти вот здесь. Даем ей новое название. Тут можно дать новую иконку и цвет этой иконки. Нажимаем ОК, открываем настройки, выбираем в списке наконечник кисти, нажимаем материал, удаляем старый и добавляем свой. В поиске можете написать название наконечника, которое дали ему при регистрации, чтобы было быстрее. Можно также найти по тегам. Нажимаем снова ОК, и вот у нас уже новый наконечник. Кисть готово. Как настроить ее более гибко, разберем в других видео, если будет спрос продолжить эту тему. И, пожалуй, мы подошли к финалу первого видео, а второе будет зависеть от вашего интереса. Если у вас есть какие-то вопросы по теме ролика, то можете свободно спрашивать, или, может, вы бы хотели разобраться в каких-то конкретных функциях. Если вопросов никаких нет, то буду благодарна за пару строк в комментарии для поддержки. Такие ролики делать гораздо сложнее, чем болтать про осов, так что, пожалуйста, не жадничайте. Вот как-то так. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если понравилось. Подписывайтесь на канал. И не забывайте отдыхать и хорошо питаться. И пусть ваша клип-студия не капризничает и работает как надо. Папа. I wanna take you away, that's the secret to the music. DJ